Очередная щука. Опять маленькая. Что с ней делать? Только отпускать. Вот ездил. Воду заодно набрал. Вон бутылка стоит. Ветер что-то поднялся сейчас. Вон как. Буду сейчас отпускать ее. Такую щуку куда? Маленькая. Вон она лежит. Не хочет фокусироваться на щуке. Слишком много интеллекта — это тоже плохо. Для исполнительного устройства. Ну и в случае людей то же самое. Начнут слишком умные что-то думать. Нет, должны функцию свою выполнять, и все. А по вечерам телевизор смотреть с пивом. Здесь посреди протоки поймалась. Маленькая. Придется ее отпустить. На том берегу движение. Народу прибыло. На машине, что ли, приехали. Раз, два, три, четыре, пять, 6 человек там. Что они там будут делать? На машине приехали, номера вроде тверские. Моторная лодка проехала. Что-то завернула сюда и уехала. Наверное, увидела людей там. Вот ветер дует, колышется штатив. Обратно в машину, что ли, идут? Кто их поймет, с собакой. Да, интересно так вот наблюдать через пролив, что там делается. На машине, оказывается, сюда приезжают. Как хорошо, что я там не встал. Или они будут что-то там ремонтировать, проверяют масло. Это интересно. Что они будут машины ремонтировать посреди леса? Да, конечно, приезды на машинах в лес наносят большой ущерб стоянкам. Куча мусора, бутылок, все эти мангалы, все вот это тяжелое. Ветер дует, вибрация, штатив вибрирует самой трубой.
вроде залезли все в машину, кроме вот там кто-то на берегу сидит, человек. Присел. О, поехали. На джипе таком. Не, ну там только так. Там дороги очень такие не очень проходимые. Вон он там разворачивается на пеньках. Ух ты, а эта женщина там оказывается. И она в машину что-то не идет. У нее лодка, что ли, какая-то. Уплывать собралась на лодке. Интересно, поворот. Да, что только не случается на этой второй стоянке. Они, наверное, договорились, что встретятся где-то она на лодке, а остальные на машине. Кто их знает? Моторка еще едет. Моторка куда-то разворачивается, уезжает. Уезжает. Сегодня же пятница, вот в чем дело. Выходные будут. Шум, гам. Это она похожа на сабборде. Плывет на сабборде. Куда-то плывет. Это вообще интересно. Не, по Селигеру на саббордах это... Тут такая волна может быть. Как они вообще выдерживают? Ну, она вон вдоль камышей идет. Интересно. Кого только нету здесь на второй стоянке. Может, она ищет этого второго туриста? Первого, точнее, одиночного, такого с залысинками. Может, они разделились? Кто их знает? Нет, у него байдарка была. А этой сабборд там... Такое бокое. У трубы своеобразное. Да, тут уже ветки, ничего не видно. Вот готовлю гороховый суп. Праздник будет. Гороховый суп. Тут варится горох. Вчера его замочил. Всю ночь он стоял. В общем, уже час или больше варится. И никак не разварится. Полотый горох.
Морковку я поскоблю слегка от грязи. Тут особо без претензий, так сказать, ну, пойдет немного земли. Кругом их земля. Все будет термическая обработка подвергаться. Так. Тут еще что-то какие-то недочеты. Главное, чтобы песка не было. Будет состоять вот суп в основном из гороха. Будет картошка также там, морковь и лук. А суп-то надо крышкой прикрыть. Там под крышкой варится. Вот такую палочку вставляю, чтобы удобно было крышку поднимать. Ну-ка, морковку так мельчить немного надо. Это кому как нравится. Это все. Ну, тут всякий мусор лежит. Так, вот масло. Что-то стало расходоваться масло как-то быстро. Не очень это меня радует. Хотя тут половину времени уже, можно сказать. Еще иголки. Ветер был, сейчас иголки. Шишки даже падали. Ветки. Так. Вот. Вполне себе встало. Так. Еще у нас тут лук есть. Тоже вон с бачком, так сказать. Но это потом. Посмотрим, что там с печкой делается. Так, а топлива у нас тут особо нет. Ух. Шишками топлю, чисто шишками. Хожу, собираю под елками. Еловые шишки лучше, они крупнее такие. Пойду сейчас тоже пособираю шишек. Дымоход там не забился. Вот так. Равномерно распределим их. Такие они прикольные шишки прогоревшие. Уголь в виде шишки. Пойду топливо собирать, а потом буду чистить картошку, добавлять туда в суп, чистить лук, чистить чеснок. Так. Шишки
собрал. 2 минуты на это ушло, может быть 3. Недолго. Тут еще вот есть. Тут шишек-то такой не вылезает. Тут шишек полно. Конечно, дровами еще лучше топить. Вон у меня есть там. Сейчас их тоже попилю. Потому что они не так быстро прогорают. Потом уже, когда буду варить, заложу туда. Вот это, да, вот шишечки. Такие покрупнее. Сосновых-то полно тут. Ну, таких вот. Они мелкие, но тоже плотные достаточно. Всякие шишки сгорают. Какие есть, такие сгорают. Вот. Тут еще не все я доложил. Еще какие-то шишки. Потом еще пойду соберу шишек. Так, теперь наша задача добавить туда картофель. Точил нож сегодня. Вот впервые за это время, за неделю практически. Немножко точил, чтобы острее было. Овощи резать. Острым, конечно, лучше ножом. Картошки тоже еще остается какое-то количество. Морковь портится. Лук вроде лежит ничего. Жарище. Вон предупреждение прислали, что в Тверской области особый режим, открытым огнем пользоваться запрещается. А как быть? Сегодня предполагал компот делать вечером. На это нужен открытый огонь. Можно, конечно, на печке, но это долго, муторно. Да и вечером открытый огонь от комаров тоже пользу свою приносит. Картошка, лук и чеснок. А это там как жарится. Давай разгорайся печь шишками. Да, вот шишки оказалось. Вроде не нужно никому вещи. Валяются. А печь топить можно. Ну, самовар это известный тот. Это известный факт. Тыкс. Такой суп походный.
острове. Вдвойне на острове. Вот это остров Хатчин, а это такой полуостров, связанный с островом Хатчин. Тут сажа немножко испачкалась. Все в саже в этой. Уголь. Вот, нарезаю картошку. Она в суп пойдет. Говорят, нужно ли брать в поход разделочную доску? Я считаю, обязательно. Она много для чего нужна. И костер раздувать хорошо, и резать все что угодно. И как поднос. Это... Так, если ничего не отрезать. Это вещь полезная, разделочная доска. Весит она все ничего, полиэтиленовая или что она, пластиковая какая-то. Ну вот. Весит она очень мало. Опа. Что тут у нас? О, суп гороховый. Ну так уже почти разварился, можно сказать. Хотя ему еще можно повариться. Соль не добавлял. Есть поверье такое, что в бобовые вот эти вот блюда соль надо добавлять в конце. Ну, сейчас картошку загружаю, после этого поварится минут 10, потом посолю. Вот. Картошка добавлена. Еще будет лук и морковка. Это пусть варится. Варится, а здесь жарится. Да, и в этот момент уже в суп можно добавлять перец черный. В принципе, когда уже пена перестала идти, ну как и в ухе, вот сейчас уже можно перец черный и всякий добавлять туда. А это жарится морковь, пускай пожарится. Сильно нагрелась печь. Ее придушить, что ли, немножко вот так. Да, и уже вот запах пошел моркови благородный. Так, пока жарится морковь. Так, ну что, очистки. Можно, конечно, костер, а можно и печь. Вот туда. Вот. Все там сгорит. И от морковки какие тут есть детальки. Ничего тут. А, вот еще попка. Чтоб зверье всякое не лазило. Даже мышь те знают, зачем они. Пусть тут все сгорает. О! Ну, чеснок еще будет, да. Вот лук. Посмотрим, что у него там. Как Билли Бонс говорил. Сейчас мы
узнаем, какого цвета у нее кишки. Отгнил тут слегка. Надо тут срезать. Это все. Где-то что-то немного он. Ну и тут такая же ситуация. Все это в печь. Печь идет. Видно, что подточил ножик немного. Ну, конечно, не идеально, так, подправил чуть-чуть. По идее, его можно заточить гораздо лучше. Но это надо очень... Вот. Можно его так вот порезать. Это слишком будет мелко. Ну вот лук. Может, после использования просто надо протереть вот так вот. Тогда не будет ржаветь. Да, печь очистки переваривает. Шишки борются с очистками. Морковь уже пожарилась там. Вот, лук и морковь. Что-то хвоя попала. Еще хвоя. Везде хвоя. Большая, маленькая. Ну, тут елки, сосны. Удивляться нечему, что хвоя везде. Ну и лиственные есть, березы вот растут. Кстати, надо заняться с березой там. Дрова-то еще есть на сегодня и даже на завтра, я думаю, хватит. А вот потом что делать? Да, печка что-то, дым идет, а не кочегарит. Тут все открыто. Очистки там притушили угли. Ничего, сейчас они просохнут. Вот так. Очистки там. Чтоб жарилось нормально. Пойду принесу приправы.
приправы. Тут все пойдут в ход. Черный перец. Ну, вот столько положу. Видно, не видно. Вот. Еще один там упал. Смесь карри шри-ланкийская. Вот так. Сюда. Соль. Ну, вот такое количество. Так. Перец красный. Вот так. И сейчас надо попробовать соль, чтобы там было ее достаточно. Зайдется сейчас все. Как раз консистенция то, что надо. Не каша и не совсем жидкий. Все это на две крышечки от термоса гороха на такую вот кастрюлю. Тут чуть меньше 2 литров сейчас воды. Вот. Надо еще солить. Остального всего достаточно. Ну, сейчас вроде нормально. Пересоливать тоже не хочется. Вот, все. Ставим его сюда. Так. Продолжаем жарить лук. Вот там разгорелось как. Слышно рев прям в трубе. Чуть-чуть ослаблю. В трубе горит конденсат. Слышно прям. То есть, когда она еле-еле тлела с этими шишками смолы там. Сегодня я, видимо, буду разбирать трубу и осматривать на предмет конденсата. Почти неделю она функционировала. Надо посмотреть. Если там забилось, прочистить, чтобы труба тянула хорошо. Ну так тяга-то есть пока. Вот неделя, можно сказать, субботы работает, а сейчас пятница. Ну, 6 дней. Каждый день по много она работает. Потому что я на ней и завтрак готовлю, и обед, и кипячу. То есть газ у меня почти не используется. Вот один баллон, вот неделю всю, и он еще там полно. То есть я чувствую, газ назад привезу. Ну ничего, мало ли, как сложится. Вроде прогноз тьфу-тьфу погоды хороший, но может быть и так, что дожди зарядят. Я буду на газу готовить. Хотя для печи тоже дождь вовсе не помеха. Вот, минут через 10-15 будет суп готов. Пожарится вот этот вот лук с морковкой. И туда я добавлю, еще вместе поварится там немного.
сниму, и он должен настояться чуть-чуть. Лаврового листа нет, конечно. Ну, что делать? А так все. То есть, если убрать оттуда картошку, это получится классическое вообще блюдо, ну, какой-то индийской там или восточной кухни. Горох с луком и морковью. Ну, естественно, острый. С черным перцем, с красным перцем. Что там внутри печи делается, поглядим. Да, шелуха практически там просохла. Шишки надо сюда, ближе к входу разместить. Пускай тут они горят. И они даже не столько горят, как тлеют, прям сразу в угли превращаются. Ну и все равно как бы печь-то разогревается. Пойду сейчас еще шишечек соберу. Вот, суп наконец-то готов. Очень интересный суп. Гороховый суп — это всегда вкусно. Ох. Половника у меня нет. Ну, вообще он у меня есть, но я не взял. Поэтому буду ложкой накладывать. О, какой консистенция. Потом еще налью жидкости немного. Все тут есть. Горох, и картошка, и морковь. Пока хватит. Ну, попробуем. Что же это за суп получился такой? Какие-то тут кора какая-то поналетела. Всего лишь достаточно соли, перца. Горох разварился ли? Да, все разварилось. И картошку надо. Картошка даже немного переварилась. Я бы сказал так. А вот перца, ну, еще пока непонятно. Сейчас скажу саму жидкость. Попробуем. Можно слегка поперчить. Солить, ну если только самую малость. Самую вот так. Горох, он маскирует соль. Вроде сильно соленый, а не чувствуется. Вот, прям идеальный суп получился. Вот теперь что надо суп. Долго я его готовил, еще вчера замочил горох. Правильно сделал. Может, его и дольше надо было замачивать. Вот в следующий раз буду варить, замочу с утра, чтобы он весь день стоял, ночь, и только потом, чтобы готовить. В принципе, он разварился. Щуку поймал сегодня с утра. Ну, маленькая опять, наверное, полкило где-нибудь. Я, конечно, отпустил. Причем интересно, поймал прямо на середине.
водоема. Думал, они там не плавают. Думал, они больше в районе камышей там концентрируются. Кажется, нет. Плавают они посередине тоже. Ну, маленькая. Там трава-то везде есть. С чесночком хорошо. Суп прям удался. Прям хороший такой. Именно в гороховом супе труднее всего угадать консистенцию. Вот чуть больше гороха возьмешь, будет каша. Меньше он будет такой жидковатый. А это вот как на грани, как бы каша и не каша. Как бывает делают суп-пюре. Вот это типа такого. Вот пачка гороха. Наверное, раза 3 можно такую кастрюлю супа сварить. Это как минимум, а то и 4 раза. Но время, конечно, это требует много времени. Это не то, что фастфуд какой. На редкость полезная диета у меня в этом походе. Я прям чувствую, как улучшается состояние физическое. Такая гибкость в теле, прыгучесть как бы. В моем-то возрасте уже пора с палочкой ходить. Вот такая прыгучесть. Первые дни вот тяжело все было, тело все ныло, ломало, что все время физическая активность какая-то. А сейчас наоборот, даже хочется что-то поделать. Да, вот 2 тарелочки супа съем и нормально. А утром поел капусту с яйцами. И все. Не знаю, вечером буду ли есть что. Ну, захочется, если очень сильно, то вот супа еще. Там еще 3-4 тарелки. Еще не купался сегодня. Ветер такой сильный, что вот я плавал, проверял вершу, ну и покидал там спиннинг, поймал щуку. Но больше что-то не хочется мне плавать. Ходил, сейчас собирал там ежевику. Полно уже созревшие ежевики. Некоторые ягодки такие сладкие. О, вот суп прям вот хороший. Вот хорошо, когда желтый горох. И зеленый хорошо, любой хорошо. Главное, чтобы колотый, потому что обычный горох очень тяжело разваривается. Сутки надо замачивать минимум. Еще с горохом можно сделать типа фалафеля такое блюдо. Сделать кашу из гороха, такую густую, крутую кашу. Когда уже остынет, туда добавить яйцо. Ну, я так делаю. Уж кому как нравится, конечно. Добавить яйцо. Мука, кстати, есть у меня. Ну, муки можно немного. В муке это обвалять и на масле обжарить. Это очень вкусно. Вот советую попробовать, кто знает. Кто не знает. Так можно делать из любых бобовых, но лучше всего это из гороха получается.
Фасоль, чечевица, это тоже все хорошие вещи, особенно фасоль. У чечевицы большой плюс, что она разваривается очень быстро. Красная чечевица 20 минут буквально и все. Фасоль дольше всего варится. Ну, может, еще бобы какие-то дольше варятся. Есть бобы крупные. Но фасоль это и самый благородный, как бы, представитель бобовых. Фасолевые супы, фасолевые каши всякие, они очень вкусные. Раньше вот часто люди ели гороховый суп, а сейчас что-то как-то... Я помню, в старые времена в столовых были эти супы горох. Ну, конечно, это там не такие густые, ясное дело. Водичка, там горох плавает. Но вкусные. Я любил гороховый суп. Да и сейчас люблю, просто готовить его долго. А так, конечно, суп этот очень полезный, вкусный. Еще хорошо туда софетиду добавлять, чтобы газов не было. Ну, вот у меня, я так замечаю, вот хоть я ем тут капусту, никаких газов. Очень комфортно себя чувствую, в смысле желудочно-кишечном. Вообще эта тема как бы меня не волнует. Да. И что еще хорошо в этом супе, что он горячий. Вот буквально наложил чуть-чуть, еще полтарелочки съем. Хотя, может быть, это уже перебор. Да, перебор. Хватит. Потому что сытость, она не сразу ощущается. Вот там береза ходил, сейчас смотрел. Есть две березы, даже поменьше, чем вот это. Тут я пилил. Я думаю, если их свалю, то это мне до конца поездки хватит дров. Но сегодня я, наверное, этим не буду заниматься. Что дров у меня пока довольно много. И нужды такой нет. Острой необходимости в дровах сейчас нет. Потому что я вот тут березу спилил. Потом разделил ее, там все, вон там пеньки лежат здоровые. Конечно, это можно сжечь все за раз. Но я делаю небольшой костерок, просто из толстых бревен. И он горит сам по себе долго-долго, часами. Его тепла вполне достаточно, чтобы слегка освещать тут все ночью. Ну и приготовить компот, например. А время-то уже 6:30. После 6 ем. Непорядок. Хотя здесь можно хоть после 12 есть, когда хочешь.
12 ночи, в смысле, не утра. Ну и после утра, то есть 12 дня там. Ой, очень вкусный суп получился. Прям все очень удачно. А почему? Потому что я замачивал этот горох. Вот. Вот. Просто чудесно. Да, вот что значит хорошо жить. Поел гороховый суп и счастлив. Еще остался суп. Да, полкастрюльки там супа. Вот, радио пока не слушаю, надоело. Вот гриб нашел, но малость он червивый. Не знаю, порежу, посмотрю, что там внутри, пока не открывал. Может, сейчас скупаюсь. Ну вот, а так отдыхаю. Радио слушаю иногда. Просто на солнце лежу или в тени. В общем, хорошо. Хорошо. Ну вот, прошел очередной день. Луна встает вот там. Убывающая луна. Решила сварить компот. Один пакетик компотной смеси уже практически полностью закончился. Небольшое там осталось количество компотной смеси. Чай шри-ланкийский тоже закончился. Теперь буду пить китайский зеленый чай. Это вот похож на типа такой чай 95, который в Средней Азии. Вот. Ну и также решил сейчас вскипятить чай, чтобы залить в термос. Время сейчас 10:30 где-то вечера. О, зажглась. Ветер, наверное, тоже сдувал. И вот видно, как горелка на ветру работает. В принципе, довольно хороший ветер, но ее не сдувает. Вот чайник с радиатором. Ставлю сюда. Ну и, соответственно, экранчик. Это очень полезная вещь. Именно вот такой вот формы. И тут шланг проходит вот так вот. Оп. И все, и ветер уже не повредит. Остатки чая. Прямо отсюда его выпью. Фу. Ну вот и все, прощай, чай со Шри-Ланки. Теперь уж, наверное, никогда больше там не побывать. Кто знает, там что-то происходит.
происходит нехорошее. Вот это вот у меня сосуд для чая. Денек сегодня, в общем, прошел достаточно неплохо. С утра я поехал вершу проверять. Поймал щуку. Ну, небольшую такую. Я ее, конечно, отпустил. Нашел под березой. Ягоды там. Уже много поспело ежевики. Черная такая, прям сладкая. Очень хороший гороховый суп сварил. Еще на завтра осталось этого супа. Поем завтра тоже. Дрова постепенно убывают. Ну, при хорошем стечении обстоятельств. На завтра еще будет. На послезавтра уже и то, может, сегодня вот это все пожгу. Смотрел, там березы, ну, в принципе, можно спилить. Сегодня ветер, правда, был сильный. Весь день ветер. Поэтому я не пилил. Закипает. Не пилил, потому что иначе не можешь пилить, а порыв ветра будет, упадет береза или отрикошетит прям в лицо этим стволом. Поэтому я не пилил сегодня. Да еще есть дрова. На том берегу было какое-то движение. Люди на машине приехали. Я такой подумал, да, хорошо, что я там не встал. Там постоянно какой-то движняк. То приплывают, то уплывают. Женщина там или девушка на сабборде. Что-то приплыла, уплыла. Люди какие-то приехали, целая куча с детьми там на машине. Подвесил там на ветку, ну еще когда вчера туда ездил, подвесил ведро с помощью палки его. И на это ведро фокусируюсь, трубу фокусирую, смотрю туда. И тогда и перед этой плоскостью, и за ней чуть-чуть, там глубина резкости есть как раз в нужном мне месте. Вершу переставил в другое место. То она слева стояла от выхода из бухты, то теперь она справа находится. Там поплавал, посмотрел, покидал кое-где спиннинг. Но уже вечером что-то, вот весной вечером щука, бурлит там. Весной вечером щука ловилась хорошо. И даже преимущественно она ловилась вечером. Причем позже гораздо. Ух как. Пусть чуть-чуть покипит. Я там ослабил газ. Чтобы оно... А то у воды такой запах чуть болотный есть. Ну там цветет все, вот это водоросли. Травы много. Это ничего, как для человека вреда в этом нет. Но привкус такой. Ну-ка. Чтобы хоть огонек-то какой-то был. И вот что я хочу сказать. Очень резко похолодало. 19 августа. Вот, все, хорошее. Еще есть там газ. Вот неделя, можно сказать, неделю пользуюсь этим баллончиком. И там еще есть. А у меня еще 2. То есть газа мне надо, наверное, даже газ немножко поинтенсивнее употреблять. Я так думаю.
Загружаем. Чтобы ввести назад как можно более легкий груз. Еще у меня макароны там. Ну, продукты-то ладно. Ну да. Чай у меня еще вот этот пакет и еще есть пакет. То есть я тут могу в случае чего задержаться и подольше. Чай как бы для меня очень важен. Без чая... Это не поход без чая. Это не пойми что. Настоящие робинзоны пьют чай. Какая-то прилипла, не понимаю. И тут какая-то паутина, что ли? А выше лучше поднимать чайник. Что воздух уже на этой стадии в чай попадал. О, ну вот. Теперь под крышкой стоит какое-то время. В принципе, вот такой костер я и поддерживаю. Не большой, не с каким-то там пламенем, но из достаточно толстых. И там такие мощные угли, что жар дает хороший. Сейчас на улице вот прохладно, возле костра хорошо сидеть. Антенну там немного подтянул повыше. В принципе, даже чище стал ловить. Сейчас, говорят, какая-то вспышка на солнце. Может, ионосфера будет более активная, там больше ионов будет в этой ионосфере. Она будет лучше отражать коротковолновые передачи. Ведь почему это радио можно поймать очень далеко? Оно передается на таких волнах, так называемых коротких волнах, которые обладают свойством отражаться от ионосферы. Они между... Ионосфера — это такой определенный слой там высоко в небе, где много заряженных частиц, проводит ток, грубо говоря. Вот. И от этого слоя радиоволны определенной длины волны могут отражаться. И потом они идут к Земле, от Земли отражаются и, в общем, огибают всю планету. Вот. Например, сегодня поймала передачу из Японии для Южной Америки. То есть даже вот, не говоря про Южную Америку, где Япония, там оттуда передавалось. То есть ясно, это не в пределах прямой видимости. А скажем, FM, вот то, что мы называем FM, это УКВ, ультракороткие волны. То есть волны короче, чем то, что я слушаю по приемнику. Эти, они не отражаются таким образом, они по прямой только распространяются. Поэтому FM можно слышать в небольшом радиусе от передатчика. Поэтому в каждой области свой FM. Тут Тверской, там в Москве, в области другой там. Вот. Потому что он 40-50 километров максимум от передатчика, и все. Потому что просто из-за кривизны Земли. Это надо огромную строить башню, чтобы он далеко передавал. Ну, то же самое и телефоны, все эти сотовые, это тоже УКВ, в общем, считается. Точно так же она в пределах прямой видимости. А вот волны длинные, средние, там метровые, дециметровые, некоторые диапазоны могут
отражаться от ионосферы и распространяться глобально. Поэтому КВ можно слушать где угодно. В тайге, на полюсе, в любом месте. Можно подобного рода музыку поймать. Вот здесь FM, ну как-то вот на вот эту внешнюю антенну, потому что она довольно высоко, наверное, может Осташковский ловит, какой-то Тверской FM ловит. Вот. Но из-за того, что там реклама постоянно, вот как, я это не слушаю, такое радио. Тут нет рекламы. Или если есть, то я не понимаю, потому что там на иностранных языках говорят. На непонятных языках. Для Африки. Ой, дым повалил. Холодно стало на улице, ветер и холодно. Причем ветер вон то весь день дул туда, теперь почему-то начал обратно отсюда дуть. Ну так вот, сегодня у меня по плану была проверка трубы в печке. Потому что когда я был весной, после 2 недель использования печки, в трубе наросло там нагара, наверное, по сантиметру с каждой стороны. То есть там заузился ход для дымовых газов. Вот, я сегодня, значит, трубу снял, посмотрел. Нагар есть, но, ну, может, там миллиметр-полтора. То есть не критично. То есть палкой так немного потер там внутри. Практически минимальное количество. Там что-то отвалилось, какие-то кусочки нагара. В общем, нагара особого нет. Хотя топлю шишками, а они смолистые, и по идее нагар должен был быть. Но нет, то ли выгорает все, даже конденсата особо нет. Может быть, потому что на улице довольно тепло. Я весной топил, там было сильный минус, быстро остывали пары. Может, от того. Сейчас нет конденсата. Хотя я и прикрываю шибер, и она в таком режиме тления там работает. Да, что ж такое-то? Ветер изменился. Гнилая береза. Она вот дымит, воняет. Пока не просохнет как следует. Когда просохнет, это уже уголь. Яркого пламени от такого не будет. Это не то, что смолистая сосна. Но угли жаркие, да. Можно и готовить, в принципе. Но я на костре делаю только компот. Еду готовлю я на печке. Чай кипячу вот на горелке. Вот. Остыла она? Вроде да. Да. Горелку я на ночь ставлю таким вот образом на крышку кастрюли. Так. И сюда же сверху ставлю чайник. После чего закрываю это все дело экранчиком. Там зацепился. Закрываю все дело экранчиком. А цель какая? Что вот эта горелка и чайник, они придавливают крышку, чтобы мыши не залезли туда. Конечно, лучше камнем тяжело, но тут нету больших камней. Такие камешки маленькие. Вот, ну хоть чем-то, в общем, придавливаю, чтобы не залезли мыши. Там гороховый суп. Вот нашел сегодня такой гриб. Подберезовик. В принципе, довольно плотный, но, конечно, и следы есть червей там. Не знаю. Скорее всего, он уже не особо съедобный. Но то, что они пошли, что это свежий гриб, это хорошо. Похожу, посмотрю. Тут такое место грибное. Тут там дальше болотистые места, березки растут там.
Ну просто сухо сейчас, очень сухо. Хотя там ближе к болоту, может там и пойдут грибы. Вот завтра пойду в ту часть острова, схожу, посмотрю. Потому что если вот здесь гриб появился, то там тоже должны быть. Может, вот сейчас как раз за ночь нарастут. Перевернул колпачок трубы в ту сторону, что ветер в основном все время туда дует, а он был развернут вот так. Тоже действует. То есть этот колпачок, в общем, все равно в какую сторону ставить. Но если он по ветру, это лучше, как бы прям туда тянет. Не вот так вот дым, и он туда уходит. Повернул чуть-чуть колпачок. Но, кстати, даже если он вот поперек ветра поставлен, обратной тяги нет. Потому что он как дефлектор такой работает. Эжектор. То есть вокруг него создается разрежение. Ветер проносится, а вот эта бандура как бы торчит. Она создает вокруг себя вот разрежение, потоки воздуха. И поэтому ветер не ударяет туда, внутрь трубы. То есть, если бы у трубы не было вот этой вот защитной полоски из фольги, а просто под углом бы труба, то ее можно было бы разворачивать только по ветру. Если труба развернута в сторону ветра, то туда подует ветер, и она будет создавать сильную обратную тягу. А поскольку тут вот такая вот фольга перед трубой, даже если ветер подует, на вот этих вот прорезях будет наоборот разрежение. В какую сторону ее не поверни. То есть это я изначально как бы закладывал такую конструкцию туда, в этот колпачок. Но в идеале, конечно, вот он надевается как бы. Тут плюс в чем, что его можно спокойно вращать куда угодно. Но лучше бы он вставлялся в трубу. Тогда, может, его будет не так просто вращать по ветру. Ну, тоже возможно. Но тогда никакого конденсата. Тогда не может потечь с него. Ведь конденсат идет именно с колпачка. Потому что он надет поверх. Он там где-то образуется и течет по наружной стенке трубы. Вот. А для этого надо уменьшить. Сделать его такого же точно диаметра, как нижний стакан. Можно, конечно, прорези сделать там и как-то вот его подрихтовать. Еще надо думать. Сама эта штучка, коленца, это очень хорошая. Она легкая, из тонкой нержавейки состоит. Очень легкая. У меня есть еще другое колено из нержавейки, но то более прочное. Такое прям грубое. Вот. Там, наверное, миллиметр или полтора толщина. Ну, такое. Я из него буду делать под 45 отвод для самой печки, чтобы трубу наклонно можно было ставить. Это тоже интересный как бы вариант, потому что если наклонно ставить, это не надо делать растяжек, например, как вот здесь, а можно просто там вот, где труба заканчивается, палку какую-то или в одной точке крепления. В общем, вариантов много. Поскольку труба длинная, 2 метра, даже если она под 45 будет, это, ну, само возвышение, высота ее над печью будет достаточно для вполне приемлемой тяги. Потому что для этой печи по умолчанию идет труба 1,5 метра. То есть вот ее как бы тяга 1,5-метровая для нее достаточно. Тут 2. Поэтому, во-первых, шибер там есть, чтобы регулировать тягу, чтобы она не, ну как, не сгорала там все моментально. Ну и наклонно, если будет, то еще лучше. Но там, конечно, проблема с этим шибером. Вот. Искр нет абсолютно, потому что там стоит как бы удлинитель трубы, идущий внутрь камеры сгорания. Рулончик тоже из титановой фольги. А ниже еще сеточка небольшая, но до дна не доходит сетка. Там где-то пару сантиметров просто такие ножки титановые. Вот, это все разборная конструкция из плоских листов состоящая, которая удлиняет трубу, как бы она спускается чуть-чуть в камеру. И в результате газом приходится там подныривать. Это вот заметно, когда разжигаешь печь, сначала в трубу дым не идет, он куда угодно идет, но не в трубу.
Потом, как только дым пошел в трубу, все, можно дверцу закрывать, она разгорится уже. Потому что началась тяга, она как бы труба, она работает как вытяжка такая. То есть это, по сути, турбопечь без батареек. И вот этой трубой обеспечивается приток воздуха в камеру сгорания, в саму печную камеру. Ну, мощность, конечно, такая довольно мощная печка. 2 посудины можно готовить там. Пока готовил капусту, 2-3 чайника вскипятил параллельно. В общем, удобное устройство. Так, чай, наверное, уже заварился. Ну, вот такое вот обобщение этого дня. Пятница сегодня, 19 августа 2022 года. Селигер. Островок рядом с островом Хачем. Вот где это все происходило. Луна, облака кругом. Стою сейчас на берегу озера. Звездное небо кругом. И яркая луна. Вот попытался через трубу заснять, как это выглядит. О, что-то он пытается фокусироваться. Вот, попробовал параметры настроить вручную видео. Так вот, по-моему, лучше выглядит луна. Попробовал немного увеличить. Да, интересно выглядит луна. Well, once again, Nothing Cole alongside Daniel Junior Gang Marley. Yes, sir. Hear the man say. Верхняя часть луны. Там видны кратеры такие объемные.
красота, космос. Allı turnamda gezersin havada. Но видно, что атмосфера влияет на качество изображения. Но все равно 300 тысяч километров с лишним. И вот так вот видно. Хорошую трубу японцы сделали. Olmamış kulumuşum dünyada. Olmamış kulumuşum dünyada. Akşam oldu telde turna.